Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам об умных часах Samsung Galaxy Watch 5. Притом Samsung Galaxy Watch 5 Pro уже были у меня на канале. И да, вы можете сказать, что Galaxy Watch 5 версии не особо сильно отличаются от Galaxy Watch 4 версии, и вы будете правы. Единственное огромное отличие это то, что у Galaxy Watch 5 нет связи вообще никакой с айфонами. То есть те, кто у нас имеют iOS системы, забудьте, они с ними работать не будут. Но я считаю, что это самый недооцененный на YouTube продукт Galaxy Watch 5. Почему? Потому что буквально завтра или сегодня вы можете просто зайти на любой из сервисов и приобрести данные часы в районе где-то 15 тысяч рублей. Если хорошо поищите, то в районе 13. И по большому счету это как Apple Watch SE 2, только в 2 раза дешевле, с тем же функционалом и не хуже. Если говорить о самсунговских продуктах, вот допустим Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Великолепные наушники, но также как часы работают только с Samsung'ами. К слову, у Watch 5 есть небольшая категория моделей, именно Watch 5 для определенных регионов, которые будут работать не просто только с андроидами, а только с самсунгами. Обращайте на это внимание, если решите приобретать. Мне эти часы очень понравились. Они, с одной стороны, простые, с одной стороны, у них не добавилось какое-то безумное количество приложений за последний год, что они сейчас их выпускают. Но, с другой стороны, они стабильны. Их можно приобрести выгодно, они хорошо выглядят. К слову, вот это, разумеется, все, что от яблока, это оверпрайс. Если говорить о Samsung'ах, да, наушники у них слишком дорогие. Допустим, недавно у меня был обзор на OnePlus Buds 2 Pro. Они лучше и дешевле, притом для всего. Но это лирика. Не лирика, то, что продукт интересный. Смотрим, пишем, у кого есть, возможно, девайс уже на руках. Мне они понравились. Распаковка. Поставляется новинка в белой коробке из плотного картона. Выглядит она хорошо. На подарок однозначно зайдет. На ней есть название и изображение модели. С тыльной части же расположили краткие характеристики. Пакинг отличный. В комплекте мы имеем руководство пользователя, магнитное зарядное устройство без пинов, но оно не разборное, ко всему еще с кабелем Type-C. И да, я знаю, что Samsung продают свои телефоны без блоков питания, а если блок питания у них продается отдельно, то там разъем как раз Type-C-шник. Так что подумали они только о своих друзьях. Магнит, удерживающий часы на зарядном устройстве, хороший, но в подвешенном состоянии заряжать я бы их и не советовал. Последние это сами смарт-часы и ремешок. Сменного ремешка в комплекте нет. Весят смарт-часы 54 грамма вместе с ремешком, а Galaxy Watch 4 весили 53 грамма. Размеры 5 серии 44 на 43 на 13,1 мм. Ремешок на 20 мм, быстросъемный, тактильно приятный. Качество ремешка хорошее. Рука от него не потеет и ко всему он не натирает. Застежка ремешка стандартная, не как в Pro-версии, обзор на которую уже был на канале. От Galaxy Watch 4 данная модель внешне не особо отличается, но Galaxy Watch 5 слегка толще. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео в конце месяца. Условия, если конкурсы есть еще какие-то, разумеется, в описании. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок, нас там уже 87 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, где мы обсуждаем девайсы до того, как выйдут обзоры. Разумеется, тестов там больше. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Поставляется Galaxy Watch 5 в серии Wi-Fi и в серии LTE с 44 мм и 40 мм диаметра. Завести сотовую связь на смарт-часы версии LTE можно, но не со всеми операторами. У меня версия Wi-Fi. Расцветок корпуса на выбор 3 — это графитовая, серебряная и синяя. Дизайн корпуса стильный, но, повторяюсь, от 4 версии они не отличаются. Корпус выполнен из армированного алюминия, с фронта установлено сапфировое стекло. Сборка и качество материалов хорошее. Отмечу, что у Galaxy Watch 4 за время моего использования покрытие корпуса стало слегка облазить, и, скорее всего, в Watch 5 с длительным периодом эксплуатации, больше полугода, будет так же. При носке Watch 5 не ощущаются, спать в них комфортно. На корпусе расположили краткую информацию, область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамика, микрофон. Из датчиков на борту акселерометр, барометр, датчик биоимпедансного анализа, датчик анализа ЭКГ, гироскоп, геомагнитный датчик
датчик внешней освещенности и оптический датчик сердечного ритма. Данная модель пульс измеряет в автоматическом режиме каждые 10 минут или вручную. Уровень стресса измеряется также в автомате или в ручном режиме. Есть автоизмерение СПО2, наш любимый кислород во время сна, а днем он измеряется вручную. Что с одной стороны фейл, с другой стороны, а как вы не в состоянии покоя СПО2 померите? Никак. Сон мониторит отлично, как и все фазы сна. Также есть автообнаружение храпа. Дневной сон они также мониторят. Есть измерение состава тела, настроить все эти функции можно, разумеется, прямо с часов, что удобно. Помимо перечисленного на борту есть измерение ЭКГ и артериальное давление. Для этого необходимо установить приложение Samsung Health Monitor. Я считаю, что ЭКГ и арт-давление нужно измерять специальными приборами, а не смарт-часами, тем более без манжеты. Но несмотря на это, работает оно в целом неплохо. Перед измерениями нужно около 3 раз калибровать смарт-часы, сверяя показатели с реальным тонометром. По всем остальным измерениям здоровья Galaxy Watch 5 показали себя хорошо. Также на корпусе есть 2 физические кнопки. Ход кнопок хороший, верхняя кнопка в стоке отвечает за возврат на стартовую страницу, а зажатием переход к Bixby, голосовой помощник, что для нас не актуально. Но можно изменить команду в настройках прямо на смарт-часах. Нижней кнопкой можно вернуться к предыдущему экрану, также есть команда для перехода к последним приложениям и зажатием переход к бесконтактной оплате. Летим дальше. С фронтальной части находится Super AMOLED дисплей на 1,4 дюйма с разрешением 450 на 450 точек. Скроллинг плавный, без рывков. Глубина цвета 16 миллионов. Экран плоский, без закругленных краев, безеля нет, но есть функция прокрутки. Прокрутка сопровождается приятной вибрацией, в целом установлен хороший вибромоторчик. Рамки в наличии не маленьких размеров, но во время использования они не мешаются. Яркости экрану при прямом попадании света на экран достаточно, автояркость на борту и работает она хорошо и быстро. Глаза от экрана не устают. Always On дисплей на борту работает отлично, время до отключения экрана максимум 1 минута, что неплохо. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает быстро и стабильно. Также на борту пробуждение касанием и накрытие ладонью для выключения экрана. Настроек достаточно, как и различных полезных функций. К примеру, можно настроить шрифт, возврат в приложение, включить функцию чувствительность, блокировка пин-кодом или графическим ключом, блокировка в воде, режим в театре, настройка жестов, специальные функции и так далее. Как для умных смарт-часов, функций более чем достаточно. Плюс за то, что в работе смарт-часы показали себя хорошо. Но они не такие шустрые, как я предполагал. В некоторых моментах приходится ждать, пока прогрузится то или иное приложение или откроется меню. Возможно, с прошивками все это пофиксят, но пока только так, и я в это не верю. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно открыть даже если находитесь в каком-нибудь другом приложении. Свайп снизу вверх меню, свайп слева направо уведомления, справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню и панель быстрого доступа. В меню есть стандартное приложение, а также можно воспользоваться Play Market, чтобы установить различные сторонние приложения. Галерея на борту, можно загружать фотографии на смарт-часы, как, к слову, и музыкальный плеер с возможностью добавить свой плейлист. Есть видоискатель и в целом все стандартно. Здесь установлен у нас двухъядерный процессор с тактовой частотой в 1,18 ГГц, оперативная память на борту 1,5 ГБ, внутренней памяти 16 ГБ, доступно 7,5. Поддержки внешней памяти, разумеется, нет. Операционная система Wear OS версии 3.5, One UI Watch версии 4.5, которая, разумеется, будет со временем обновляться, но на момент издания обзора они такие. Bluetooth версии 5.2, подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик подключить можно только через сторонние сервисы. Во всяком случае, Polaris 10 у меня не подключается. NFC-модуль на борту можно завести MirPay, но это делается через ADB. Но работает это дело максимально некорректно. Samsung Pay не работает, в отличие от Samsung Pay в смартфонах Samsung. Также отмечу, что можно установить и другие приложения через ADB, к примеру, игры, Watch Face и так далее. Wi-Fi поддерживается двухдиапазонный, но я рекомендую использовать 2,4 ГГц. Автоопределение активности на борту, как и отслеживание плавания, разумеется. Настроек для тренировок достаточно, из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Местоположение определяется быстро, долго ждать не приходится. Маршрут строится довольно точно, но есть небольшая погрешность. Загружать маршрутные часы нельзя, в отличие от 5 Pro, а также нельзя включать обратный маршрут. Шаги измеряются хорошо, звонить через часы можно, в моем случае использую Bluetooth. Также можно отвечать на звонки быстрыми заготовками. Микрофон, как и динамик, отрабатывают хорошо. Уведомления приходят моментально, иконки, фото пользователей, смайлики отображаются. Отвечать на смс можно, используя клавиатуру, смайлики, быстрые заготовки и голосовой ввод. Фотографии в уведомлениях не отображаются. Емкость аккумулятора 410 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут,
Быстрая зарядка на борту и за 15 минут набегает 30%, но хватит это ненадолго. 100% заряда мне лично хватает на 36 часов, другого я и не ожидал. В целом результат неплохой. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, IP68, мил STD 810H. Все по стандарту. Плавать в них можно, как и принимать душ, но не советую с ними купаться в соленой воде или ходить в баню. Напоминаю, что никакие электронные устройства это все дело не любят. Я окунул их в воду, ничего с ними не произошло и вряд ли произойдет у кого-то. Функция продувки динамика, разумеется, на борту. Для работы смарт-часов в паре со смартфоном нужно установить Galaxy Wearable для настройки устройства и обновления прошивки. Далее есть Samsung Health для мониторинга здоровья и Samsung Health Monitor. В Galaxy Wearable есть магазин с watchface'ами, которых, как по мне, достаточно. Ко всему есть еще анимированные. Все циферблаты можно настроить под себя, есть возможность переходить через дополнение на циферблатах к приложениям и устанавливать любую фотографию на заставку. Настроек приложения достаточно, они идентичны настройкам на самих часах. Минусы: нельзя подключить нагрудный датчик напрямую, малое время автономной работы, внешне от 4-й версии они не отличаются, как в целом, и особых изменений в работе нет, кроме того, что они на данный момент не работают с яблочными системами вообще, а 4-ки работали с iOS. Нельзя загружать маршрут, нет функции обратного маршрута, зарядное устройство с Type-C, нет беспроводной зарядки, нет постоянного измерения SPO2. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Будем там общаться и обсуждать, что еще купить на обзор. Резюмирую, как по мне, умные часы Samsung Galaxy Watch 5 хороший выбор. Напоминаю, что на прошке у меня тоже был обзор. Но они хороший выбор только если у вас есть смартфон от компании Samsung, так как я напоминаю, что экосистема решает. Тот же видоискатель для смартфона, чтобы использовать как Bluetooth кнопку, но с экраном. Много всего есть в Samsung полезного для того, чтобы использовать эти часы именно с Samsung. Не скажу, что я в восторге от этой версии, так как явной разницы между 4 и 5 серией я вообще не нашел. Это даже не минорное обновление, по мне это чистой воды копипаст. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов. Знаете, вы помогаете проекту, и всем, кто посмотрел, тоже огромное спасибо. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.